I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Ее самой большой мечтой было завести детей и создать семью здесь, в Соединенных Штатах Америки, говорила о своей дочери Яне Касьян Ольга. Казалось, все, чего планировала добиться девушка из Украины, начало реализовываться. Она делала успехи в модельной карьере и обручилась с обеспеченным продюсером из Канады, Блейком Лейбелом. Однако во время этого рокового романа с несчастной девушкой случилось то, что впоследствии СМИ называли самым ужасным убийством в истории западного Голливуда, если не всего Лос-Анджелеса. За почти 30 лет службы мне никогда еще не доводилось расследовать более отвратительного преступления, чем это, признавался сержант департамента шерифа округа Лос-Анджелес Уильям Коттер. Яна Касьян. Яна родилась в Эстонии 27 января 1986 года в семье рабочего на судостроительном заводе и медицинской работницы. Вместе с родителями она переехала в Киев, когда была еще совсем ребенком. Девушка изучала право и работала в налоговой службе, однако ей всегда хотелось жить в США. И в 2014 году она исполнила свою мечту, переехав в Лос-Анджелес по студенческой визе. Блейк Лейбел. Блейк родился 8 мая 1981 года в Онтарио, Торонто, в семье Лорна Лейбела, заработавшего состояние на строительстве домов, и Элеоноры Читель, наследницы компании по производству пластмассы. У Блейка был брат, Коди, который старше его на 1 год. Элеонора страдала от длительных приступов тяжелого психического заболевания. Отец Блейка занимался парусным спортом и участвовал в Олимпийских играх. Он был плейбоем, личная жизнь которого состояла из серии скандалов, связанных с наркотиками, связей с проститутками и судебных процессов. В 1976 году Лорн обрел дурную славу как первый канадский олимпиец, у которого был положительный тест на употребление запрещенных препаратов. Элеонора и Лорн развелись, когда их дети были подростками. Старшего сына забрал отец, а Блейк остался с матерью. Их отношения были холодными, и Элеонора переписала завещание, оставив все свое имущество в наследство старшему сыну. Блейк получил образование в университете Западного Онтарио. После он решил попробовать свои силы в Голливуде и переехал в Лос-Анджелес. Блейк стал создателем комиксов, пробовал себя в качестве сценариста фильмов, однако по состоянию на 2011 год мужчина практически не имел дохода от своих проектов и полностью зависел от отца. Коллеги отзывались о Блейке как о странном и эксцентричном парне, но тихом, добродушном и приятном. Один голливудский продюсер, который знал Лейбела, рассказал в интервью Toronto Sun. Он хотел быть уважаемым автором комиксов и использовал свои деньги, чтобы создать этот имидж. Он хотел быть крутым и резким, но не был таким. Можно было сказать, что у него не все в порядке с головой. Друзья отмечали, что он был счастлив в браке. Мужчина познакомился с Амандой Браун, работавшей моделью в 2006 году. У девушки был неприятный опыт предыдущих отношений, и она обратила внимание на застенчивого и замкнутого Блейка, который был полной противоположностью ее бывшего избранника. Аманда любила вечеринки, у нее был большой круг общения, а Блейк предпочитал проводить время дома. После продолжительных отношений в 2011 году пара решила пожениться, когда девушка забеременела. Какое-то время молодожены действительно были счастливы, но к 2015 году поведение и поступки Блейка становились все более хаотичными и беспокоили его друзей и семью. Друг Блейка показал переписку с ним, где видно, что Лейбел становится все более иррациональным. Он беспокоился из-за карточных долгов и думал, что его семье, особенно маленькому сыну, угрожает русская мафия. Мужчина подозревал, что его отец Лорн использует имя сына для мошеннических действий, а также считал, что исходные коды на страницах в интернете – специальные зашифрованные послания для него. Он терял самообладание. Роман с Яной. Неожиданно для всех Блейк решил развестись со своей женой,
которая к тому моменту находилась на 8-м месяце беременности, вторым ребенком. Он завел роман с Яной Касьян. Влюбленные много путешествовали и ходили по ресторанам. Блейк подарил девушке очень дорогой Мерседес. Ольга, мать Яны, вспоминала, что мужчина врал. Он все время говорил Яночке, что он либо уже разведен, либо находится в процессе развода со своей женой. Однако она отмечала, что отношения у дочери Блейка были прекрасными. Они были очень счастливы, он всегда ее целовал и все время говорил по-русски «моя любимая». Довольно быстро Яна забеременела, и вскоре пара обручилась. Девушка не подозревала, что у ее жениха была любовница, коллега по работе Констанс Букафури. Вскоре после того, как у Блейка родилась дочь, которую они с Касьян назвали Дианой, Констанс выдвинула против лейбла обвинение в изнасиловании. 20 мая 2016 года Блейка арестовали. По словам свидетелей, полицейским пришлось применить электрошокер. Аманда, бывшая жена лейбла, считала, что инцидент с электрошокером вызвал у мужчины психотически злое состояние. Пока Блейк находился под стражей, Касьян связалась с Амандой, чтобы получить от нее деньги в размере $100 000, которые она собиралась внести в качестве залога за Блейка. Получив нужную сумму, Яна смогла помочь возлюбленному выйти из тюрьмы. В это самое время бывшая жена Блейка и его вторая любовница Констанс переписывались, размышляя, как депортировать Яну из страны. Им обеим девушка мешала. Когда Блейк вернулся домой, в паре завязался конфликт. Касьян начала выражать свое недовольство по поводу преступления жениха. Вследствие ссоры девушка взяла дочь и переехала жить к матери, Ольге, которая проживала неподалеку. Преступление. 23 мая Яна гуляла с матерью по магазинам. В какой-то момент она начала получать СМС от жениха. Когда она получила сообщение, выражение ее лица изменилось, и она сказала, что пойдет к нему, и ушла. Я попыталась звонить ей, но попадала на голосовые сообщения. Внезапно у меня возникло ощущение, что мне нужно туда поехать. Но ребенок спал, и я позвонила в полицию. Меня долго не могли понять, но потом нашли девушку, которая говорит по-русски, вспоминает события Ольга. В первый свой визит к Блейку полицейские постучались в дверь, но не получили ответа и ушли. Тогда Ольга сама приехала к дому, в котором жил жених ее дочери, встала на другой стороне улицы и кричала, чтобы Блейк открыл ей дверь. По ее словам, она видела, как мужчина подошел к окну и задернул шторы. 26 мая, в четверг, после настойчивых просьб Ольги, помощники шерифа округа Лос-Анджелес пришли снова. Они попросили женщину ждать их снаружи. После безуспешных попыток достучаться до Блейка, они проникли в квартиру, взяв ключ у владельца здания. Сержант Роб Мартиндейл, который работал над делом Касьян, говорил об Ольге. Она была похожа на тигрицу, пытающуюся добраться до своего детеныша. Она хотела попасть в эту квартиру. Внутри полицейские наткнулись на одно из самых ужасных мест преступлений, в которых когда-либо доводилось быть представителем правоохранительных органов. В гостиной был беспорядок. Дверь из коридора в гостевую спальню была забаррикадирована. По словам Мартиндейла, им фактически пришлось снять ее с петель. Внутри помещения были следы крови. Полицейские снова позвали Блейка, но тот не отзывался. Осмотрев гостевую спальню, они направились к главной, но дверь в нее тоже была забаррикадирована, подперта изнутри матрасом. Когда они пытались двигаться вперед, матрас толкал их назад, но в то же время мужчина, Блейк, кричал, что не выйдет, при этом говорил, что Яны нет дома, вспоминал Мартиндейл. Незадолго до прихода полиции Блейк позвонил своему другу, и тот приехал. Вбежав в квартиру, когда там уже находились полицейские, друг начал убеждать Лейбла выйти из спальни. Ему это удалось, вскоре дверь открылась. Из нее показался Блейк в одних трусах-боксерах. На его лице были заметны синяки и ссадины. Мужчина выглядел ошеломленным и дезориентированным. Когда полицейские проникли в главную спальню, первое, что им бросилось в глаза – огромное пятно крови на стене, которое безуспешно пытались смыть. Однако потом они заметили тело. Оно было прикрыто до подбородка одеялом с Микки Маусом. Сразу не было понятно, в каком состоянии Яна, но потом помощники шерифа увидели, насколько ужасны повреждения. С девушки сняли скальп, а тело выглядело необычайно бледным. Это было не просто убийство, это был... Сержант Коттер не мог подобрать слов, но Мартиндейл помог ему закончить мысль. Садизм. Полицейские нашли паспорт Блейка с $4000 наличными. Они сделали вывод, что мужчина собирался избавиться от тела своей невесты, привести квартиру в порядок и сбежать в Канаду, на родину. А потом я увидела Блейка в наручниках. Они его вывели. Я не особо обратила внимание на него, я продолжала смотреть на эту дверь, потому что думала, что они выведут мою Яну. Я заплакала, я закричала: «Где моя дочь?» – говорила Ольга. Сержанту Мартиндейлу пришлось сообщить ей: «Прямо здесь, прямо за вами, Ольга». Я пыталась доползти до этой
этой квартиры, я кричала, но меня не пустили, вспоминала мать жертвы. Помимо синяков и царапин на лице, у Блейка при досмотре в полицейском участке обнаружили след от укуса на руке. Он странно улыбался и отрицал, что имеет какое-либо отношение к ужасной смерти Яны. Он не давал никаких разумных объяснений, вообще никаких объяснений, кроме того, что сказал «наука подскажет вам, кто это сделал». Специалист по местам преступлений из департамента шерифа округа Лос-Анджелес Лесли Томпсон сообщила, что ее поразило в квартире то, что на первый взгляд внутри почти не было крови. Однако криминалисты изучили место преступления с помощью люминола и обнаружили, что во всей квартире, спальне, ванной, гостевой спальне есть следы крови. Лесли сказала, история была такая. Это событие произошло не быстро и не в одном месте. Доказательства по делу говорят, что это было продолжительное и жестокое преступление. Яна умерла от обескровливания, и на это потребовалось от 6 до 8 часов. Осмотрев мусорные контейнеры вблизи квартиры, полицейские нашли 11 мешков для мусора, наполненных уликами, полотенцами, одеждой, постельным бельем. Внутри также нашли крупные куски кожи с головы. На одной из юбок был обнаружен окровавленный отпечаток руки, который совпал с отпечатком руки Блейка. В квартире были найдены нож и окровавленное лезвие, которые могли быть использованы во время снятия скальпа. В телефоне подозреваемого были замечены текстовые сообщения с заказами еды в Postmates в период, когда была убита девушка. Лейбл давал службе доставки указания не стучать в дверь, а оставлять еду снаружи. Все усилия, затраченные за последние 2 дня, привели к тому, что у него действительно появился аппетит, указывала впоследствии на этот факт заместитель прокурора Сильверман. Он не хотел, чтобы курьеры звонили, не хотел, чтобы его отвлекали. После осмотра Блейка выяснилось, что он употребил небольшое количество марихуаны. Роб Мартиндейл размышлял: «Я пытался найти что-то, что могло бы объяснить, что может заставить мужчину поступить так с женщиной, которой он признался в любви и с которой был помолвлен». Блейк сказал: «Женщины меня не любят». Он намекнул, что если бы не деньги, он бы не нравился женщинам. Думаю, он человек, который контролировал своих женщин с помощью денег. И, полагаю, в какой-то момент ему, вероятно, сказали «нет». Я думаю, что в итоге это и стало причиной ее смерти. При попытке узнать о прошлом Блейка, следователи наткнулись на препятствие. С ними почти никто не хотел говорить. Журналисты также пытались узнать о фигуранте громкого убийства. Они пытались связаться не только с семьей и друзьями, но и с одноклассниками Блейка и даже его учителями, но ни один человек не захотел что-то рассказывать о нем. Судебный психолог доктор Крис Маханди, сотрудничавший с обвинением по делу Блейка, обратил внимание на детство преступника. Это был ребенок из богатой семьи, в юном возрасте лишенный общения с отцом. Он жаждал власти и контроля над женщинами. Он всегда получал все, что хотел, и тогда, когда хотел. Но внутри он жил вымышленной жизнью, полной жестокости, которую мысленно репетировал годами. Ярость, которую он испытал, обрела форму этих фантазий, объясняет Маханди. Подробности смерти. Прокуроры окружной прокуратуры округа Лос-Анджелес заявили, что Яну пытали и калечили, но и эти слова не описывают всего ужаса произошедшего. Блейк избрал особо кровавые сцены из своего графического романа «Синдром», чтобы воплотить их в жизнь. На обложке романа изображен ребенок, у которого удалена часть черепа и виден мозг. По словам доктора Джеймса Райба из офиса коронера округа Лос-Анджелес, вся кожа головы Касьян отсутствовала в результате травмы и не была найдена, ее не было рядом с телом. В одной из сцен романа изображена мертвая женщина, лежащая обнаженной в окровавленной постели с отрубленной головой. Офицеры полиции нашли тело Яны с изуродованной головой на залитой кровью кровати. В «Синдроме» Блейка присутствовало изображение подвешенных тел убитой пары, из которых вытекла вся кровь. Настоящее место преступления представляло собой кровавый кошмар. Лейбл полностью осушил тело Яны от крови. Криминалисты выяснили, что Блейк некоторое время лежал рядом с трупом убитой невесты. Из показаний доктора Райба: ее череп был оголен. Скальпа не было, за исключением небольших кусочков кожи в нижней части шеи. Части правой стороны лица были оторваны, включая правое ухо и нижнюю часть с правой стороны, вплоть до подбородка. На лице было много синяков и ссадин слева, на левой щеке и в области челюсти, 1 след человеческого укуса. Она прожила примерно 8 часов после получения травмы головы и удара по ключице. Я никогда такого не видел раньше. И я сомневаюсь, что кто-то из судебно-медицинских патологоанатомов в этой стране или за рубежом вообще видел что-то подобное, за исключением, пожалуй, военного времени. В
качестве последнего акта пренебрежения к жизни матери своего ребенка Лейбл выбросил правое ухо Яны в мусорный контейнер возле многоквартирного дома, где улику позже обнаружили следователи. Куски плоти были найдены также в сливной трубе на кухне, в кровати, за матрасом и на полу. По словам заместителя окружного прокурора Бет Сильверман, Блейк выбросил куски своей невесты, как будто она была мусором. Суд. Перед началом заседания прокурор наклонился к матери жертвы и предупредил: будут шокирующие фотографии. Однако Ольга не ушла, она хотела посмотреть на убийцу своей дочери, поэтому осталась сидеть в душном зале суда Лос-Анджелеса. Уильям Коттер, сержант по расследованию убийств, описывал фотографию за фотографией квартиры, где 30-летняя дочь Ольги была найдена мертвой. В своих показаниях сержант указал на пятна крови на портьерах, на изголовье кровати, на лампе. Он обратил внимание на кусок плоти, найденный в постельном белье. Затем, по указанию заместителя окружного прокурора, он описал фотографию безжизненного, обнаженного тела Яны, распростертого на матрасе в главной спальне, с настолько серьезной травмой головы, что ее невозможно было узнать. Прокуроры в качестве мотива назвали ревность и гнев Лейбла по отношению к ребенку, а также потребность мужчины во власти и контроле над своей невестой. Судебно-медицинские эксперты сказали, что среди всех случаев пыток, которые когда-либо были описаны в научной литературе, этот не похож ни на один по своей жестокости. Подсудимый оставлял Касьян в живых до тех пор, пока ее сердце не выкачало всю кровь через раны, которые он нанес. Сильверман произнесла: «Мы знаем, что у обвиняемого было достаточно времени, чтобы остановиться и передумать». Лейбл все время выступления представителей обвинения смотрел на стол перед собой. Его брат Коди при описании подробностей убийства сидел с каменным лицом. Ольга Касьян зачитала свое заявление. «Он забрал самое ценное, что могло быть у ребенка. Этот монстр разрушил нашу жизнь, разрушил жизнь своей семьи, своих сыновей и своей новорожденной дочери, которая так похожа на него». В заключительном слове прокурор назвал поступок подсудимого порочной, ужасающей, жестокой, садистской, невыразимо злой серией преступлений. Присяжным потребовалось всего 3 часа, чтобы признать Лейбла виновным в убийстве первой степени. Блейк, одетый в синий пиджак и белую рубашку, стоял слева от своего адвоката Хайхе Такасуги и был неподвижен. Он смотрел прямо перед собой, когда выслушивал приговор. Приговаривая обвиняемого к пожизненному заключению, судья Марк Виндем заявил, что это дело необычно из-за дикости и глубокой, невообразимой жестокости подсудимого. Обвинение решило не добиваться смертной казни, потому что Блейк не имел ранее судимостей и из-за огромного количества заключенных, ожидающих казни в штате Калифорния. Мужчина отбывает наказание в государственной тюрьме Сентинела в Империале, Калифорния. Признание Блейка виновным в жестоком убийстве, казалось, совсем не отразилось на жизни его отца и брата. Несмотря на огромное богатство семьи, Лейбла представлял общественный защитник. Друг Блейка, который получил пожизненное, сказал в интервью The Hollywood Reporter: «Семья не дает ему никаких денег. Им плевать». Лорн и Коди продолжили наслаждаться жизнью. Отец Блейка активно участвовал в парусных гонках до, во время и после убийства, а также с нетерпением ждал возможности принять участие в соревнованиях, намеченных на 2023 год. Аманда Браун и Констанс Букафури. Бывшая супруга Блейка присутствовала на судебном процессе, однако с тех пор, как он закончился, о ней и ее 2 детях от Лейбла ничего не слышно. Они предпочитают держаться в тени. Бывшую любовницу мужчины, Констанс, обвинили в преследовании и угрозах убийством в отношении Аманды и бухгалтера Лейбла Стивена Грина, который занимался продажей дома, откуда женщину выселили. Она чувствовала себя преданной и, по ее признанию, была одержима идеей добиться справедливости. В конце 2017 года она писала адвокату Грина: «Я готова целенаправленно пустить пулю в голову Стивену Грину и снова посадить Блейка на стул смертников. Стивен Грин будет мертв. Кем себя считает Стив?» Браун же она писала: «Я отправлю тебя в тюрьму. Я бы сломала тебе руки. Ты оказала мне медвежью услугу». Констанс лишили свободы на 3 года и 8 месяцев за эти слова. Ольга Касьянс и Диана. Почему Ольга чувствовала необходимость присутствовать в суде и разбираться в деталях, женщина ответила: «Я ее мама, и я должна пропустить через себя всю ее боль».
Я просила дать мне эти фотографии с места преступления. Мне хотелось обнять и поцеловать каждую из этих фото. Ольга считает, что тот, кто любил Яну, должен стать свидетелем всего, через что ей пришлось пройти. Мать Яны взяла опеку над своей внучкой и вернулась в Украину, поскольку у нее не было возможности оставаться в Лос-Анджелесе. Женщина выиграла дело о неправомерной смерти против Блейка, и в феврале 2019 года ей присудили $41,5 миллиона. Мне почему-то хочется продолжать о ней говорить. Это облегчает мне жизнь. Я чувствую ее присутствие каждый день, каждую минуту, говорит Касьян. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, что именно спровоцировало Блейка на такое чудовищное преступление? Пишите свои мысли в комментариях.